Глава 2096. Монарх духов и камень падения царства. Патриарх длинной семьи короткое время обдумывал ситуацию, прежде чем с мрачным выражением лица подлететь к Хань Ли. Женщина из семьи Е тоже взмахнула крыльями и после недолгого колебания растворилась в воздухе. Спустя несколько мгновений рядом с Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и женщина снова появилась. Что касается Бай Ци, он продолжал дистанцироваться от Хань Ли и других, совершенно не взволнованный разносящимися угрозами. Казалось, что все это его абсолютно не касается. «Я рассчитываю на тебя, брат Хань. Надеюсь, у тебя все еще есть козыри в рукаве. В противном случае мы только отсрочим свою смерть», сказала женщина из семьи Е с кривой улыбкой. «Я уверен, что у вас двоих тоже есть козыри в рукавах, верно? Кроме того, вы заметили, что этот священный предок полагается исключительно на свой глубокий небесный черный кинжал для атаки и не использует никаких других способностей?» Спросил Хань Ли спокойным голосом. Сердце патриарха длинной семьи слегка дрогнуло, когда он услышал это. Он осторожно решил уточнить. «Ты говоришь. Не забывайте, что в настоящее время мы находимся вместе с самой обильной духовной ци во всем царстве старших дьяволов. Любое дьявольское существо, даже священный предок, наверняка будет ограничено духовной ци во время битвы», холодно хмыкнул Хань Ли. Услышав это, глаза патриарха длинной семьи слегка загорелись, и он проанализировал сложившуюся ситуацию с нового ракурса. «Ты прав, брат Хань. Он может атаковать своим глубоким небесным черным кинжалом только после того, как прорвался через духовную клетку ци, чтобы поглотить дьявольскую ци. Если я не ошибаюсь, я предполагаю, что он не может напрямую восполнить свою магическую силу здесь, а это значит, что это ограниченный ресурс для него. То же самое, скорее всего, относится и к его бездонному небесному сокровищу. Пока мы не позволим этой штуке продолжать поглощать дьявольскую ци из внешнего мира, она должна быть намного более управляемой». Женщина из семьи Е тоже сочла это вполне правдоподобным, и ее ужас значительно уменьшился, она даже стала дышать куда спокойнее. Услышав это, на лице молодого человека в черной мантии появилась слабая улыбка. «Это действительно впечатляет, что вы смогли понять все это за такое короткое время. Даже среди людей, находящихся на стадии интеграции тела, вы трое должны быть чрезвычайно выдающимися фигурами. Я действительно несколько ограничен на этом острове Горького Духа и не могу высвободить некоторые сокровища и способности, но вы напрасно так смотрите на глубокое небесное сокровище. Как вы собираетесь помешать ему поглощать дьявольскую ци из внешнего мира? Кроме того, что делает вон тот сопляк-дух? Я еще не напал на вас, поэтому чувствую знакомую ауру внутри его тела. Почему духовный монарх послал тебя сюда? Конечно, это не просто для того, чтобы предложить мне эту фальшивую бессмертную марионетку». Говоря это, молодой человек в черной мантии повернулся к Бай Ци с холодным выражением лица, и трио Хань Ли также обратило свое внимание на Бай Ци, услышав это. С самого начала Бай Ци вел себя очень странно. Увидев, что Хань Ли и другие решили вместе встретиться лицом к лицу с молодым человеком в черной мантии, они, естественно, должны были выяснить истинные намерения Бай Ци. Выражение лица Бай Ци немного изменилось, когда он услышал это, и после короткой паузы он, наконец, ответил. «Монарх духов действительно дал нам некоторые инструкции, прежде чем мы покинули царство духов, так почему бы тебе не поговорить с ним лично?» Как только голос Бай Ци умолк, белый свет вокруг него исчез, открыв его истинный облик мужчины средних лет в парчевой мантии. Его внешность была вполне обычной, но у него была пара мерцающих серебряных глаз и слабая пурпурная отметина на переносице. Вдобавок ко всему, на его парчевой мантии было вышито бесчисленное количество серебряных духовных узоров, что указывало на то, что это явно был не просто предмет одежды. Этот старый монстр из вашей духовной расы прожил даже дольше, чем я. Дайте мне услышать, что он хочет сказать, холодно хмыкнул молодой человек в черной мантии. На лице Бай Ци появилась слабая улыбка, когда он положил руку на макушку, после чего появился серебряный талисман, который затем превратился в проекцию высотой около 10 футов. Хань Ли сосредоточил свой взгляд на проекции и обнаружил, что на ней изображен пожилой мужчина в белой мантии с белыми волосами, но с набором юношеских черт лица, создающих довольно своеобразный контраст. Патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е обменялись растерянными взглядами, увидев это, но ни один из них ничего не сделал. В конце концов, ситуация не могла стать еще хуже, поэтому они, естественно, стремились увидеть, могут ли произойти какие-то изменения. Проекция зависла перед Бай Ци и быстро осмотрела окрестности, прежде чем спокойно взглянуть на молодого человека в черной мантии. Проекция явно была наполнена струйкой чьей-то души, и она сжала кулак в приветствии молодому человеку. «Давно не виделись, уважаемый Даос Юань-Янь. Я не ожидал увидеть здесь одного из 3 патриархов. Разве уважаемый Даос Мие Цин и уважаемый Даос Ву Чанг не отвечали за наблюдение за островом? Куда они ушли? Этот дух великой ступени Вознесения
казалось, был знаком с этим священным предком Юань-Янем. Даже стойкий Хань Ли не мог не встревожиться, услышав термин «патриарх», а сердце женщины из семьи Е и патриарха длинной семьи упали еще больше. Они моментально поняли, что их положение оказалось куда отчаяннее, чем они думали секунду назад. Зрачки молодого человека в черной мантии слегка сузились при виде проекции, и он сказал холодным голосом: «У Мии Цина и Вучанга есть другие дела, поэтому я присматривал за этим островом в прошлом. Прошла уже 1000 лет. Похоже, вы до сих пор не отказались от 2 сокровищ на этом острове. Но вы должны хорошо понимать, что отправлять в это место существ в стадии интеграции тела совершенно бесполезно. Наша духовная раса в настоящее время имеет дело с вторжением ваших дьявольских существ. В противном случае, возможно, я действительно совершил бы путешествие сюда лично. Прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз встречались. Ты достиг каких-либо прорывов в своем кошмарном дьявольском искусстве. Я занят другими делами, поэтому я мог только отправить этих младших в ваше царство старших дьяволов вместо себя. Глядя на ситуацию сейчас, кажется, что все погибли, кроме бойцы. Ты не слишком торопишься, уважаемый Даос? Спокойно сказал монарх духов. Ты должен радоваться, что я оставил в живых одного из твоих младших. Если ты будешь продолжать нести бесполезную чепуху, не вини меня и в том, что я убил его. Нетерпеливо сказал молодой человек в черной мантии. Твой характер совсем не изменился по сравнению с тем, когда мы в последний раз встречались десятки тысяч лет назад. Хорошо, тогда позволь мне быть кратким. Я хотел бы обменять кое-что на возможность для этого моего младшего получить чистый дух лотоса и войти в пруд очищения духа. Готовы ли ты к этому, уважаемый Даос? Изначально я планировал предложить этот обмен Мии Цину и Вучангу, но я не ожидал, что ты заменишь их. Проекция монарха духов смиренно вздохнула. Ха-ха. Ты думаешь, я бы поверил во что-то подобное? Даже если бы Мия Цин и Вучанг были здесь, они бы не вступали в какой-либо обмен с существами из царства духов. Хорошо, если это все, что ты хочешь сказать, тогда я отпущу этого твоего младшего, но возьму этот клочок твоей души. Молодой человек в черной мантии совершенно не был убежден и снова поднял гигантский меч в руке, когда на его лице появилась холодная улыбка. Патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е немедленно приготовились к битве, и на лице Хань Ли также появилось настороженное выражение. Однако затем проекция монарха духов внезапно сказала что-то, что заставило молодого человека в черной мантии замереть на месте. «Я так понимаю, тебя не интересует камень падения царства, уважаемый Даос?» «Что? Камень падения царства? У тебя есть такая вещь?» «Подожди, что ты знаешь об этом?» Воскликнул молодой человек в черной мантии, прежде чем ему внезапно пришла в голову мысль, и в его глазах появилось свирепое выражение. «Хе-хе, я знаю гораздо больше, чем ты себе представляешь, уважаемый Даос. Я прожил гораздо дольше, чем существа Великого Вознесения из других рас Духовного Царства, так что разве это не нормально, что я знаю некоторые вещи, которые за пределами их знаний? С камнем падения царства ты сможешь отсрочить скорбь вашего царства старших дьяволов как минимум на 10 тысяч лет, но я уверен, что ты уже знаешь об этом. Хорошо подумай об этом, прежде чем ты дашь мне свой вердикт, уверенно сказал монарх духов. Молодой человек в черной мантии начал обдумывать предложение с задумчивым выражением лица, в то время как троица Хань Ли с недоумением смотрела на него, пытаясь понять, о чем шел их разговор. Я давным-давно предполагал, что вы определенно изначально не существо из царства духов. Раз вы знаете такой важный секрет нашего святого царства, похоже, мои подозрения подтвердились. Просто жаль, сказал молодой человек в черной мантии, мягко качая головой. Жаль. Разве ты не знаешь, насколько важен камень падения царства для твоего царства старших дьяволов? Спросил монарх духов, слегка нахмурив брови в замешательстве. Жаль, что вы столкнулись со мной, и вы определенно не должны были открывать мне это. На лице молодого человека в черной мантии появилась своеобразная улыбка, когда он рубанул своим черным кинжалом в сторону бойцы, а другой рукой сделал хватательное движение в сторону проекции монарха духов. Глава 2097. Бусина Нирваны. Гигантский кинжал выпустил еще один черный полумесяц, и вспыхнули пространственные колебания, когда бесчисленные черные нити мгновенно появились вокруг бойцы, прежде чем сойтись к нему. В то же время над проекцией монарха духов появилась чернильно-черная дьявольская рука, прежде чем броситься вниз с разрушительной силой. Байци явно не ожидал, что священный предок Юань-Янь внезапно нападет, и выражение его лица резко изменилось, когда он выпустил слой защитного белого света вокруг своего тела, выбрасывая изо рта небольшой темно-зеленый щит. Как только щит появился, он увеличился примерно до 100 футов в размере, и над его поверхностью вспыхнул зеленый свет, когда появился выступ гигантской черепахи, защищающей Байци позади себя. Кроме того, раздался громкий звон, когда из тела Байци вылетел огромный серебряный колокол.
Шар был размером около 10 футов с чрезвычайно яркой поверхностью, испещренной бесчисленными серебряными рунами. Колокол зазвонил, и с его поверхности в бешенстве вырвались слои серебряных узоров. В этой ужасной ситуации Байтс раскрыл свою истинную форму, пытаясь противостоять надвигающейся атаке. Однако то, что Хань Ли смог пережить атаку глубокого небесного черного кинжала, не означало, что Байтс был способен сделать то же самое. Черные нити слились легкими молниями, мгновенно прорвав с легкостью серебристые узоры и гигантские черепашьи выступы. После этого все черные нити растворились в воздухе, сразу же после чего над поверхностью серебряного колокола вспыхнули бесчисленные точки черного света. Байци даже не успел вскрикнуть, как его настоящее тело было разрезано на бесчисленные куски. Что касается проекции монарха духов, то, несмотря на то, что она содержала пучок души существа великой стадии Вознесения, она не обладала никакой магической силой, поэтому она также была мгновенно уничтожена черным дьявольским когтем. Хань Ли и остальные были совершенно потрясены этим внезапным поворотом событий. Молодой человек в черной мантии провел рукавом по фрагментам тела Байци, и из него вырвалась вспышка черного света, в мгновение ока схватив несколько браслетов для хранения. Он быстро оценил содержимое браслетов для хранения своим духовным чутьем, после чего выражение его лица значительно помрачнело. Как и ожидалось, этот старый ублюдок не отдал камень падения царства никому из своих младших. Придя к такому выводу, молодой человек в черной мантии повернулся к троице Хань Ли с намеком на убийственное намерение в глазах. «У кого из вас есть камень падения царства? Если ты отдашь его, я могу пощадить тебя». Услышав это, Хань Ли и остальные обменялись растерянными взглядами. «Боюсь, вы ошибаетесь, старший. Даже у наших товарищей-даосов из духовной расы нет того, что вы ищете. Как это могло быть в нашем распоряжении?» Хань Ли смиренно вздохнул. Священный предок Юань-Янь уже предвидел этот ответ, но тем не менее был в ярости. «В таком случае мне незачем больше держать вас троих рядом, вы все должны исчезнуть». Как только его голос затих, он резко поднял свой гигантский черный кинжал, прежде чем ударить им вверх. Черные руны тут же появились на поверхности черного клинка, который тут же взметнулся вверх. «Остановите его. Он пытается прорваться через ограничения, чтобы привлечь дьявольскую ци в это место», — закричал патриарх длинной семьи, немедленно подняв руку, посылая в воздух 3 маленьких золотых трезубца. Как только трезубцы появились, они превратились в 3 полоски золотого света, которые выпустили взрыв огромной силы, который давил прямо на проекцию черного кинжала сверху. Раздался оглушительный грохот, и проекция запнулась лишь на долю секунды, прежде чем рассечь золотой свет, разбив 3 трезубца на 6 частей, и все они рухнули с небес. Однако во время этой задержки в доли секунды малиновая бусина, окутанная пятицветным светом, пролетела по воздуху, прежде чем с огромной силой ударить по проекции кинжала. Женщина из семьи Е также вызвала одноразовое сокровище, которое она не хотела использовать до этого. Алая бусина с глухим стуком врезалась в черный клинок, после чего вырвалось малиновое огненное облако размером около акра, окрасив все небо в ярко-красный цвет. В огненном облаке было бесчисленное множество золотых и серебряных нитей, и температура окружающей среды мгновенно начала повышаться с угрожающей скоростью. Даже пруд внизу начал пузыриться и бурлить. Как будто вся ловушка для духов вот-вот должна была быть подожжена. «Бусина Нирваны!» — удивленно воскликнул Хань Ли. Это было широко известное сокровище даже в контексте всего духовного царства, и его можно было усовершенствовать только с помощью секретной техники кем-то с истинной духовной родословной, тем самым наполняя бусину струйкой пламени Нирваны. Чтобы очистить такое сокровище, должна была быть потрачена настоящая духовная кровь, а пламя Нирваны было типом огня, которым обладали только некоторые истинные духовные существа с огненными атрибутами, поэтому оно, естественно, было чрезвычайно устрашающим. Несмотря на то, что это был первый раз, когда Хань Ли видел такое сокровище, он был уверен, что среднее существо на поздней стадии интеграции тела не сможет противостоять этому пламени Нирваны. Скорее всего, это был один из самых мощных козырей, который сохранила женщина из семьи Е, но еще неизвестно, будет ли он действительно эффективен против проекции, выпущенной глубоким небесным черным кинжалом. В то же время 2 крайние горы, которые держал Хань Ли, начали издавать слабый жужжащий звук. Внезапно из его гигантского обезьяньего тела вырвались дуги золотых молний, которые переплелись, образовав вокруг него массивную сеть. Выражение лица молодого человека в черной мантии слегка изменилось при виде бусины Нирваны, и слой полупрозрачного черного света внезапно появился на поверхности его гигантского кинжала, когда он вложил в него еще больше магической силы. Резкий визг раздался из проекции клинка, и он с неудержимой силой пронзил багровое огненное облако, прежде чем подняться к зеленому световому барьеру. Проекция кинжала была немного тоньше, чем когда она была выпущена впервые, но после притока магической силы она стала еще более устрашающей. Прямо в этот момент под барьером зеленого света вспыхнули пространственные колебания, и Хань Ли внезапно появился с золотыми молниями, охватившими все его массивное обезьянье тело.
Как только он появился, он издал громоподобный рев, прежде чем яростно швырнул две крайние горы в сторону поднимающегося клинка. С его нынешней базой совершенствования на поздней стадии интеграции тела он обладал необычайной силой в своей форме гигантской горной обезьяны, и экстремальные горы рухнули вниз с удивительной скоростью. Мировое начало Ци вслед за двумя горами яростно забурлило, и в близлежащем пространстве появились бесчисленные трещины, как будто его вот-вот разорвут на части. Проекция черного кинжала столкнулась с парой гор, и два гулких удара раздались в унисон. Прогремели два взрыва невероятно огромной силы, и клинок черного кинжала был разбит и тут же рассыпался на точки черного света. После этого горы продолжили обрушиваться на молодого человека в черной мантии без каких-либо дальнейших препятствий. Это очень мощная техника улучшения тела, похоже, она также связана с дьявольскими искусствами царства старших дьяволов. Однако ты глупец, если думаешь, что она сработает против меня, холодно усмехнулся молодой человек в черной мантии. Сразу после этого он сжал свободную руку в кулак, а затем нанес два последовательных удара в воздух. Два кулака вырвались вперед почти одновременно, а затем с безошибочной точностью ударили по паре падающих гор. Раздались два громких хлопка, и пара гор замерла на месте, прежде чем внезапно полететь обратно к Хань Ли. Хань Ли был очень встревожен этим, и его гигантские обезьяньи руки мгновенно резко увеличились в размерах, прежде чем он протянул ладони к двум крайним горам сверху. Как только его руки соприкоснулись с парой гор, он издал низкий рев, и его огромное тело отбросило назад примерно на дюжину шагов. С каждым шагом назад пространство под его ногами колыхалось, как будто он ступал на твердую землю. В его глазах мелькнул намек на шок, только теперь он понял, что как один из трех дьявольских патриархов, силы Юань-Яня были намного выше, чем у среднего существа Великого Вознесения, даже его физическое тело было значительно сильнее, чем у Хань Ли. Прямо в этот момент в воздухе вспыхнули две полосы света, и патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е оказались рядом с Хань Ли. Они боялись, что их разделит и покорит священный предок Юань-Янь, поэтому они немедленно присоединились к Хань Ли, прежде чем мрачно посмотреть вниз. В этот момент им стало ясно, что Хань Ли был единственным, кто мог оказать настоящее сопротивление, и они могли помочь ему только там, где это было возможно. После того, как его кулаки отправили пару гигантских гор в полет, на лице молодого человека в черной мантии появилась насмешливая ухмылка, но как только он собирался что-то сказать, внезапно события приобрели неожиданный поворот. Едва заметная белая нить внезапно вырвалась из фрагментов серебряного колокола, который был истинным телом Бай Ци, а затем мгновенно перелетела к фальшивой бессмертной марионетке, которая парила рядом со священным предком Юань-Янем. Священный предок Юань-Янь слегка запнулся, увидев это, прежде чем поспешно протянуть руку к белой нити, как молния, но было уже слишком поздно. Белая нить исчезла в теле фальшивой бессмертной марионетки в мгновение ока, и яростное выражение появилось на лице священного предка Юань-Яня, когда он вместо этого схватился за марионетку. Глава 2098. Эликсир небесной удачи. Однако слой ледяной Ци внезапно появился над телом фальшивой бессмертной марионетки, и она тут же исчезла, прежде чем снова появиться на расстоянии более сотни футов. В результате молодому человеку в черной мантии осталось хвататься только за пустой воздух. Фальшивая бессмертная марионетка повернулась к молодому человеку в черной мантии с парой холодных золотых глаз и сказала: «Как ты смеешь хладнокровно убивать моих младших? Ты не оставляешь мне другого выбора, кроме как сражаться с тобой этим телом фальшивой бессмертной марионетки». В фальшивую бессмертную марионетку вселился другой клочок души монарха духа. Трио Хань Ли, естественно, было в восторге, увидев это. Несмотря на то, что духовный монарх не был их союзником, в такое время враг врага был достаточно близок к союзнику. Выражение лица священного предка Юань-Яня помрачнело, когда он медленно убрал протянутую руку. «Итак, ты спрятал еще один клочок своей души в теле младшего. Но ты действительно думаешь, что у тебя хватит сил, чтобы сразиться со мной, используя эту грубую фальшивую бессмертную марионетку в качестве сосуда? Мне нужно будет использовать только 20% моей силы, чтобы запросто раздавить тебя. Возможно, это было бы верно в другом месте. Но здесь, на этом острове Горького Духа, ты сможешь использовать максимум от 30 до 40% своей силы. Эта фальшивая бессмертная марионетка может быть повреждена, но давайте посмотрим, как ты собираешься разобраться с этим, как только я использую ее на всю катушку. Разъяренным голосом сказал монарх духа, прежде чем щелкнуть рукой, чтобы достать маленький мерцающий серебряный флакон. У флакона была чрезвычайно неровная поверхность, на которой было написано бесчисленное количество крошечных рун. Молодой человек в черной мантии сначала был ошеломлен видом серебряного флакона, но затем на его лице сразу же появилась холодная улыбка. Это флакон для запечатывания духа. Я впечатлен тем, что ты смог успешно воспроизвести этот предмет. Но что эта штука сможет сделать со мной?
Флакон сам по себе, естественно, ничего не сможет сделать с тобой, но вещество внутри флакона может значительно умножить силы этой фальшивой бессмертной марионетки, ответила фальшивая бессмертная марионетка холодным голосом, прежде чем подбросить флакон в воздух. Маленький флакон опрокинулся, и серебряные руны на его поверхности вспыхнули, после чего из флакона вытекла капля мерцающей зеленой жидкости. Капля жидкости высвобождала удивительную духовную ци, как если бы она была полностью проявлена из духовной ци неба и земли. Хань Ли сразу почувствовал знакомую ауру от капли зеленой жидкости, и его зрачки резко сузились от удивления. Это аура. Она значительно разбавлена, но я не могу ошибаться. Удивленное выражение появилось на лице молодого человека в черной мантии в тот момент, когда он увидел каплю зеленой жидкости. Он тут же яростно полоснул своим черным кинжалом по воздуху, выпустив 7 или 8 серповидных клинков, которые мгновенно сошлись, чтобы сформировать один массивный клинок меча, который устремился прямо на фальшивую бессмертную марионетку. В то же время он поднял другую руку и молниеносно провел пальцем по воздуху, посылая полосу черного света прямо в каплю зеленой жидкости. На таком близком расстоянии две атаки достигли фальшивой бессмертной марионетки практически мгновенно, но марионетка, похоже, уже предвидела это. Она также щелкнула пальцем по воздуху в ответ, открывая рот, чтобы поглотить каплю зеленой жидкости. Палец марионетки мгновенно отделился и выстрелил в воздух, прежде чем с безошибочной точностью ударить по приближающейся полосе черного света. Они столкнулись, и палец взорвался при ударе, в то время как полоса черного света остановилась на своем пути, показывая, что это был миниатюрный шип длиной около дюйма, излучающий слабый черный свет. За эту долю секунды капля зеленой жидкости уже попала в рот фальшивой бессмертной марионетки. Прямо в этот момент проекция гигантского меча также достигла марионетки, прежде чем выпустить бесчисленные полосы ци черного меча, которые немедленно затопили фальшивую бессмертную марионетку. Судя по устрашающей силе, которую продемонстрировал глубокий небесный черный кинжал, казалось, что фальшивая бессмертная марионетка будет мгновенно разорвана в клочья. Однако в следующее мгновение внезапно раздался холодный хрип, когда вспыхнула искра зеленого света. Сразу после этого две большие зеленые руки вытянулись из зеленого света без всякого предупреждения, прежде чем насильно развести полосы ци черного меча. Меч ци ударил по паре рук, но совершенно не смог им навредить. Полоса черного света также ударила в одну из зеленых рук с резким визгом, и раздался металлический лязг, когда черный шип был отбит, в то время как зеленая рука осталась совершенно невредимой. Выражение лица священного предка Юань-Яня слегка помрачнело, когда он увидел это, и он не предпринимал дальнейших атак, глядя на это холодным взглядом. Черный меч ци был быстро уничтожен парой зеленых рук, после чего из зеленого света медленно появилась гуманоидная фигура. Это было не что иное, как фальшивая бессмертная марионетка. Однако его внешний вид сильно изменился. Серебряные духовные узоры на лице приобрели темно-зеленый цвет, и они извивались на коже марионетки, создавая очень тревожное зрелище. Марионетка медленно убрала свои зеленые руки, затем совершенно бесстрастно посмотрела на молодого человека в черной мантии. Тебе удалось получить каплю эликсира небесной удачи, но ты использовал его на простой фальшивой бессмертной марионетке. Ты не думаешь, что это огромная и напрасная трата? Недоверчиво спросил священный предок Юань-Янь. И если бы это была капля настоящего эликсира небесной удачи, то я бы уже использовал ее для очистки пилюли небесной удачи. Так что это идеально подходит для этой фальшивой бессмертной марионетки, холодно фыркнула фальшивая бессмертная марионетка в ответ. Понятно. Если его разбавить в 10 раз, то его эффективность будет далеко не настолько хорошей, чтобы усовершенствовать небесную пилюлю удачи. Несмотря на это, он все еще содержит намек на бессмертную духовную ци, которая может заменить бессмертные кристаллы, чтобы активировать некоторые из истинных сил фальшивой бессмертной марионетки. Как ты думаешь, сколько атак марионетка сможет высвободить с таким ничтожным количеством бессмертной духовной ци? Священный предок Юань-Янь насмешливо усмехнулся. Мне не нужно об этом беспокоиться. Я не думаю, что ты сможешь выдержать даже одну атаку этой фальшивой бессмертной марионетки в твоем нынешнем состоянии. Фальшивая бессмертная марионетка холодно хмыкнула, прежде чем яростно топнуть ногой и полететь по воздуху в виде слабой зеленой тени. Злобный взгляд появился в глазах священного предка Юань-Яня при виде приближающейся фальшивой бессмертной марионетки, и он издал громкий рев, когда позади него внезапно появилась гигантская дьявольская проекция высотой более 1000 футов. Дьявольская проекция напоминала огромную черную жабу, и у нее была не только огромная голова в центре шеи, но и еще 4 головы гораздо меньшего размера по обе стороны от центральной головы. Это была легендарная девятиголовая дьявольская жаба. Как только появилась проекция девятиголовой дьявольской жабы, ее центральная голова открыла массивную пасть, чтобы извергнуть полосу золотого света. Эта полоса света ударила в приближающуюся фальшивую бессмертную марионетку, но отлетела назад даже быстрее, чем скорость, с которой она была выпущена. Злобный взгляд в глазах молодого человека в черной мантии стал еще более явным, когда он увидел это,
и он внезапно наложил ручную печать, на которой полоса золотого света начала хаотично танцевать в воздухе, оставляя за собой бесчисленные золотые остаточные изображения. Гигантская золотая сеть, охватывающая почти половину пруда внизу, быстро обрела форму, а затем мгновенно сомкнулась вокруг фальшивой бессмертной марионетки. В следующее мгновение внутри гигантской сети фальшивая бессмертная марионетка была поражена одним золотым клинком за другим. Она подпрыгивала как игрушка, не контролирующая свою судьбу. Каждый раз, когда она соприкасалась с золотой сетью, она мгновенно отталкивалась и казалась совершенно бессильной. Увидев это, на лице молодого человека в черной мантии появилась холодная улыбка, и он переключил другую ручную печать, на которой все золотые клинки в сети внезапно исчезли, за исключением одного. Этот единственный оставшийся золотой клинок пролетел несколько кругов вокруг фальшивой бессмертной марионетки, как молния, прежде чем выстрелить обратно в молодого человека в черной мантии. Фальшивая бессмертная марионетка отлетела не менее чем на 10 футов от молодого человека в черной мантии, и она была полностью обездвижена. Она была связана мерцающим золотым предметом, похожим на веревку. Только тогда всем стало ясно, что похожий на веревку предмет не что иное, как язык гигантской дьявольской жабы. Мало того, что этот язык был золотистого цвета, на присосках, которые шли по поверхности языка, был ряд узоров, образующих серию золотых рун. Эти руны мерцали слабым золотым светом, из-за чего язык казался сокровищем. Наглый дурак. Какие еще уловки у тебя в рукаве? Если это все, что у тебя есть, то ты можешь умереть сейчас. Священный предок Юань-Янь хмыкнул, когда гигантский золотой язык резко сжался, из-за чего из тела фальшивой бессмертной марионетки раздался ряд тресков и хлопков. Глава 2099. Чистое бритье. Казалось, что молодой человек в черной мантии планировал использовать золотой язык своей дьявольской проекции, чтобы раздавить эту фальшивую бессмертную марионетку. Тело фальшивой бессмертной марионетки определенно было не менее мощным, чем тело существа великой стадии Вознесения, но оно было на грани того, чтобы быть раздавленным сжимающим золотым языком. Однако вместо того, чтобы ужаснуться или встревожиться этой ситуацией, на лице фальшивой бессмертной марионетки внезапно появилась насмешливая ухмылка. Внезапно гигантские запасы ци происхождения на всем острове начали сильно дрожать, и бесчисленные шары пятицветного света размером с кулак появились в воздухе над прудом, прежде чем в безумии ворваться в тело фальшивой бессмертной марионетки. Темно-зеленые духовные узоры на поверхности тела фальшивой бессмертной марионетки немедленно начали утолщаться и яростно извиваться, как бесчисленные темно-зеленые змеи. Злобный взгляд появился в глазах фальшивой бессмертной марионетки, и она внезапно произнесла слово «взрыв». В следующее мгновение из густых темно-зеленых духовных узоров вырвалась чрезвычайно яростная аура. На теле фальшивой бессмертной марионетки мгновенно появилась серия извилистых трещин, из которых вырвался мерцающий свет. Раздался оглушительный грохот, и в воздухе появилось пятицветное солнце, мгновенно затопившее фальшивую бессмертную марионетку. В глазах молодого человека в черной мантии впервые появился намек на страх, когда он увидел это, и он поспешно отстреливался, оставляя за собой след остаточных изображений. Гигантская дьявольская проекция жабы позади него также выпустила фальшивую бессмертную марионетку и вытащила свой золотой язык с невероятной скоростью. Затем язык яростно пронесся по воздуху, создавая бесчисленные языковые выступы, которые образовывали массивную сеть для защиты молодого человека в черной мантии. Пятицветное солнце слегка сжалось, затем расширилось, прежде чем полностью взорваться. Сейчас взорвется. Бежим. Патриарх длинной семьи и женщина из семьи были напуганы до безумия, увидев это. С силой, которую только что продемонстрировала фальшивая бессмертная марионетка, они никак не могли пережить ее самоподрыв с такого близкого расстояния. Они, конечно, не могли рассчитывать на то, что фрагмент души монарха духов сдержится во время его самодетонации. Возможно, он вынашивал намерение убить здесь всех. В конце концов, он только что обсудил чрезвычайно секретный вопрос со священным предком Юань-Янем в форме предложенного обмена, поэтому он, скорее всего, не хотел бы, чтобы кто-либо, кто знал об этой информации, остался в живых. Хань Ли тоже был ошеломлен таким резким поворотом событий и тут же швырнул свою пару экстремальных гор вперед. Две горы увеличились в размере более чем на 1000 футов каждая во время вспышки духовного света. Черный свет также исходил от его дьявольского доспеха, когда он выпускал бесчисленные черные руны, которые образовывали световой барьер, защищающий его со всех сторон. Сразу же после этого его золотое тело происхождения также появилось позади него, и как только оно появилось, оно одновременно взмахнуло своими 6 руками в воздух. 6 шаров золотого света вылетели вперед, а затем сошлись, образовав быстро вращающийся золотой вихрь диаметром около 300 футов. В то же время из рукава Хань Ли раздался громкий жужжащий звук, и десятки тысяч пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей вырвались вперед, быстро образовав перед ним плотный жучий щит.
Между тем, патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е также раскрывали свои последние козыри в отчаянной попытке спасти свои жизни. Патриарх длинной семьи издал громкий драконий рев и превратился в золотого дракона с 5 когтями, длина которого превышала 100 футов. Все тело дракона было покрыто мерцающей золотой чешуей, и он открыл свою пещеристую пасть, чтобы выпустить золотую бусину. Бусина была размером с яйцо, и по всей ее поверхности были разбросаны облачкообразные узоры света. Бусина повернулась на месте, после чего из нее вышел гигантский золотой цветок. Что касается самого золотого дракона с 5 когтями, то все его чешуйки начали вставать дыбом, затем отделились от тела дракона и взлетели в воздух. Затем чешуя резко увеличилась в размерах во вспышке золотого света, создав бесчисленные золотые щиты размером с ладонь, которые создали непроницаемый барьер вокруг дракона. Затем золотой дракон издал протяжный рык и свернулся в гигантский золотой шар. Тем временем пятицветный свет озарил тело женщины из семьи Е, и она превратилась в пятицветного феникса длиной в несколько десятков футов. Феникс взмахнул крыльями и издал протяжный крик, после чего вокруг него внезапно вспыхнули пространственные колебания. В окрестностях появилась серия белых пространственных разломов, испускающих всплески мощной всасывающей силы. Превратившись в пятицветного феникса, женщина из семьи Е максимально раскрыла свои пространственные способности, мгновенно создавая сотни пространственных трещин. В то же время из гребня на голове феникса вырвался ослепительный духовный свет, и вокруг него мгновенно возникли 13 слоев пятицветных световых барьеров, израсходовавших почти всю магическую силу внутри его тела. В этот момент из мерцающего пятицветного солнца вырвались бесчисленные пятицветные нити, прежде чем разбежаться во всех направлениях. В мгновение эко зеленый световой барьер над долиной был изрешечен дырами, а обломки разлетелись по всему острову. Сила, высвобожденная самоподрывом фальшивой бессмертной марионетки, продолжала настойчиво сеять хаос, поражая человека чувством удушающего отчаяния, как будто это испытание никогда не закончится. Спустя долгое время пятицветные нити в воздухе, наконец, начали редеть, а затем постепенно растворились в небытии. Все в долине снова стало видно и стало совершенно неузнаваемо. Толстый слой почвы и камней исчез с земли внизу, и вся вода в пруду, наполненном чрезвычайно чистой духовной ци, исчезла. Нижняя сторона пруда оказалась обширным пространством плоского зеленого камня, на котором было обнаружилось массивное черное образование, мерцающее слабым черным светом. К этому моменту искусственная бессмертная марионетка уже полностью исчезла. На его месте был белый пространственный разлом размером с павильон, который испускал чрезвычайно мощные пространственные колебания и постепенно закрывался. В нескольких сотнях футов от пространственного разлома парил молодой человек в черной мантии, чье лицо стало довольно бледным. Гигантский. Глубокий небесный черный кинжал, который он держал, защищал большую часть его тела, в то время как открытая часть его тела полностью исчезла. Однако из чудовищных ран не текла кровь, и бесчисленные алые нити быстро извивались и переплетались, чтобы залечить эти раны. Аура, испускаемая священным предком Юань-Янем, значительно ослабла, и было совершенно ясно, что фальшивая бессмертная марионетка направила большую часть силы своего самоподрыва на него. Если бы не тот факт, что он мог использовать глубокий небесный черный кинжал в качестве щита, был бы очень хороший шанс, что он погиб бы от взрыва. Конечно, это было только потому, что его полномочия здесь были сильно ограничены. В противном случае он точно не был бы доведен до такого плачевного состояния. Священный предок Юань-Янь пристально смотрел на быстро сокращающийся пространственный разлом с выражением грозовой ярости, которое запечатлелось на его лице. Прошло бесчетное количество лет с тех пор, как он получал столько повреждений в бою, и больше всего расстраивало то, что виновник не находился даже в царстве старших дьяволов, так что не было пути, через который он мог бы выплеснуть свою ярость. Внезапно он яростно взмахнул своим гигантским кинжалом по воздуху, выпустив чернильно-черный клинок длиной более 1000 футов. Проекция глубокого небесного черного кинжала ударила в пространственный разлом среди оглушительного грохота, полностью стерев его с лица земли. Однако этого было явно недостаточно, чтобы успокоить ярость в его сердце, и он бросил яростный взгляд на Хань Ли и других, отчего он был полностью прикован к месту. В настоящее время в этом направлении находилась только одна одинокая фигура с поднятой перед собой рукой в качестве щита. По обе стороны от него парили две небольшие горы, но их поверхности были изрешечены трещинами, и духовный свет, исходящий от них, также значительно потускнел. Что касается щита из насекомых, образованного более чем 10 тысячами зрелых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, то от него осталась лишь небольшая часть, состоящая примерно из 3000 насекомых. Взрослые пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели, естественно, не были уничтожены, они просто были сбиты или оглушены страшным взрывом. Что касается золотого тела происхождения, то его нигде не было видно, скорее всего, оно было уничтожено во время взрыва. Одинокая фигура, естественно, была никем иным, как Хань Ли, и он не только вернулся в свою человеческую форму, его костюм черной дьявольской брони был изрешечен бесчисленными тонкими трещинами. Однако сам Хань Ли оказался совершенно невредимым.
Что касается патриарха длинной семьи и женщины из семьи Е, то они уже были полностью стерты с лица Земли силой взрыва. Они вдвоем раскрыли чрезвычайно мощные козыри, чтобы защитить себя изо всех сил, но им все равно не удалось избежать этой трагической участи, и это было достаточным свидетельством того, насколько страшным был этот взрыв. Именно из-за этого молодой человек в черной мантии был настолько ошеломлен, что Хань Ли удалось остаться совершенно невредимым. Он силой подавил ярость в своем сердце и внимательно изучал Хань Ли, как будто пытаясь понять, как Хань Ли пережил это испытание. Однако Хань Ли вообще не обращал внимания на молодого человека в черной мантии, не осматривал две его поврежденные крайние горы или то, что осталось от щита из насекомых. Вместо этого он смотрел на свою руку с растерянным выражением лица. Внезапно его черный дьявольский доспех взорвался вспышкой дьявольской ци, которая рассеялась в пространстве с глухим стуком. Затем он бросил взгляд на место, где не так давно были патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е, прежде чем испустить долгий несчастный вздох. Проекция девятиголовой дьявольской жабы, которую вызвал молодой человек в черной мантии, также исчезла, и было неясно, была ли она уничтожена во время взрыва или убрана в самый последний момент. Молодой человек в черной мантии взглянул на свои быстро заживающие раны, а затем бросил холодный взгляд на Хань Ли. И я не думал, что простое существо на стадии интеграции тела сможет пережить этот взрыв. Похоже, я недооценил тебя. Однако все твои спутники мертвы, и ты не будешь исключением. Я лично заберу твою жизнь. Глава 2100. Прибытие Баахуа. Если я не ошибаюсь, вы потратили гораздо больше энергии, чем я, чтобы пережить этот взрыв. Вдобавок ко всему, вам нужно восстанавливаться после травм. Так что, скорее всего, вы обладаете менее, чем третью вашей первоначальной магической силы, спокойно ответил Хань Ли. Ну и что? Ты действительно думаешь, что сможешь выжить в одиночку против моего глубокого небесного черного кинжала? Кроме того, ограничение над этой долиной уже уничтожено, так что я могу поглотить гораздо больше дьявольской ци из внешнего мира. Холодно усмехнулся молодой человек в черной мантии, внезапно взмахнув своим гигантским черным кинжалом вверх. Чернильно-черный клинок длиной более 1000 футов немедленно устремился вверх с неудержимой силой, и сердце Хань Ли дрогнуло, увидев это. Он быстро сделал ручную печать, на которой золотое тело происхождения снова появилось позади него. Сразу после этого он переключился на другую ручную печать, как будто собирался что-то сделать, но прямо в этот момент рядом раздался восхитительный женский голос. «Вы все так же тщеславны, как и всегда, уважаемый Юань-Янь. Я сейчас тоже на этом острове, вы тоже планируете убить меня». Как только голос затих, в воздухе над клинком черного меча появился лепесток розового цветка, который затем превратился в гигантский розовый цветок размером около акра. Богатый цветочный аромат разносился по воздуху, и из огромного цветка вырвались бесчисленные розовые руны. Затем массивный клинок меча был втянут в гигантский цветок, который беспорядочно вспыхнул несколько раз, прежде чем уменьшиться до нескольких десятков футов в размере. Лепестки цветка слегка задрожали, в центре цветка вспыхнули пространственные колебания, после чего появилась пара гуманоидных фигур. Это была ошеломляющая царственная красавица в белом платье и отвратительный дородный мужчина в черных доспехах. Они были никем иным, как священным предком Баахуа и Хэе. «Баахуа!» — воскликнул священный предок Юань-Янь, когда его спокойное лицо тут же треснуло, а в его глазах промелькнул намек на страх. «Похоже, ты не забыл меня. Прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз встречались, но твоя база совершенствования ничуть не продвинулась. Как печально. Я полагаю, ты все еще пытаешься взрастить это духовное лекарство», — сказала священный предок Баахуа спокойным голосом. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось при виде священного предка Баахуа, и после краткого размышления он решил прекратить то, что делал, и понаблюдать за разворачивающейся ситуацией. С тех пор, как он вошел в царство старших дьяволов, он постоянно чувствовал, что за ним и его товарищами наблюдают. Однако он не мог ничего обнаружить своими духовными глазами и духовным чувством, и никто больше ничего не чувствовал, поэтому он мог только отложить этот вопрос. Теперь, когда внезапно появился священный предок Баахуа, все обрело смысл. Священный предок Юань-Янь пристально посмотрел на священного предка Баахуа, и спустя долгое время он, наконец, сказал с мрачным выражением лица: «Когда ты пришла сюда? Я должен похвалить тебя за твое мужество, когда ты решилась вступить в наше святое царство. Почему бы мне не осмелиться войти в наше святое царство? Думаешь, я испугалась, что ты и Людзи объединитесь против меня? Я уже была на острове до твоего прибытия, и меня угостили довольно хорошо шоу», — ответила священный предок Баахуа спокойным голосом, заправляя несколько прядей волос за ухо. «Значит, ты вступила в сговор с этими существами из царства духов и пришла сюда с ними», — заключил священный предок Юань-Янь. «Я бы не сказала «в сговоре». Я просто последовала за ними сюда.
Однако даже я не думала, что у них будет фальшивая бессмертная марионетка и 2 клочка души монарха духов. Похоже, я приняла правильное решение прийти. Я сейчас в лучшем положении, чтобы извлечь выгоду из твоих травм, равнодушно сказала Баахуа. Ты думаешь, я был бы ранен этим взрывом, если бы не тот факт, что мы находимся на острове Горького Духа? Не нужно пытаться блефовать, Баахуа. Я лично подложил устроить для тебя кошмарное проклятие крови. Это проклятие легло на тебя столько лет назад, но даже с твоим истинным дьявольским телосложением ты никак не можешь вернуться к своей полной силе. В лучшем случае ты обладаешь только 30% своих прежних способностей. И даже если бы ты была на пике своих сил, ты все равно не сможешь меня убить, холодно хмыкнул молодой человек в черной мантии. Ты прав. Я не только стала жертвой зловещей уловки Лю Цзи, я также была поражена твоим кошмарным проклятием крови, и мне пришлось пожертвовать большей частью моей магической силы, чтобы подавить свои раны. Но ты действительно думаешь, что я появилась бы здесь без ничего в рукаве? Спросила Баахуа спокойным голосом. Даже если у тебя есть какой-то козырь, который потенциально может убить меня, не забывай, что искусство кошмаров, которое я развиваю, позволяет мне получить 7 капель крови души. Даже если эта главная душа будет уничтожена, одна из других капель крови души автоматически превратится в мою основную душу. Поэтому твои усилия все равно будут тщетными, сказал священный предок Юань-Янь, когда в его глазах появилось злобное выражение. Однако, несмотря на то, что он говорил, было ясно, что он крайне настороженно относится к Баахуа. Для меня действительно было бы невозможно убить все капли твоей крови души. Но потеря твоей основной души была бы для тебя серьезной неудачей. Как ты думаешь, у тебя есть шанс успешно преодолеть следующее испытание? Спросила Баахуа со слабой улыбкой. Если я не смогу превзойти свое следующее испытание из-за тебя, я обязательно уведу тебя с собой. Если случится худшее, я просто спущусь в царство духов своим истинным телом и выслежу тебя в любом конце земли. Взревел молодой человек в черной мантии, когда его самообладание начало давать сбы. Спуститься в духовное царство со своим истинным телом. Ты, конечно, говоришь, что это звучит просто. Ты не боишься, что эти старые монстры духовного царства объединят свои силы, чтобы уничтожить тебя? Если бы было так легко спуститься в царство духов с нашими настоящими телами, я бы сделала это давным-давно. Сказала Баахуа с насмешливым взглядом в глазах. Боюсь, ты ошибаешься, Баахуа. Только потому, что ты не смогла сделать это, когда была одним из 3 патриархов, не означает, что нынешние патриархи связаны такими же ограничениями. Священный предок Юань-Янь холодно усмехнулся в ответ. Выражение лица Бааху слегка помрачнело, когда она услышала это. Значит, все эти годы вы трое действительно что-то замышляли. В любом случае, для меня это не имеет значения, я все равно не входила в наше святое царство по этому поводу. Дело в том, что Лю Цзи единственный, против кого у меня есть желание устроить вендетту. Ты же, в лучшем случае, просто сообщник. Если бы я была на твоем месте, я бы сделала то же самое. Поэтому, прежде чем убить Лю Цзи, я не намерена встречаться с тобой. Сердце священного предка Юань-Яня слегка дрогнуло, когда он услышал это, но он все еще сохранял холодное выражение, когда спросил. «Ты серьезно? На пике моей силы моя мощь превосходила твою. Но в моем нынешнем состоянии убийства тебе обошлось бы слишком дорого, и это было бы чрезвычайно пагубно для моего выздоровления. Я могу поклясться прямо здесь, что я не буду нападать на тебя, пока я полностью не восстановлю свою магическую силу», ответила Баахуа. «Если это так, то зачем ты пришла сюда? Только не говори мне, что ты пришла только для того, чтобы увидеть меня в таком жалком состоянии», растерянно спросил священный предок Юань-Янь. «Если бы у тебя не было этого глубокого небесного черного кинжала, то, возможно, я бы подумала об изменении своих планов. Но сейчас я здесь ради него», сказала Баахуа, указывая пальцем на Ханьли. Ханьли внимательно слушал разговор между 2 дьявольскими патриархами, и выражение его лица сразу же резко изменилось, когда он увидел, что Баахуа указывает на него. Золотое тело позади него мгновенно появилось перед ним, и Ханьли также поднял руку, прежде чем растопырить пальцы. Золотое тело происхождения вздрогнуло, когда его грудь внезапно начала прогибаться, и во вспышке белого света в его теле образовалась дыра размером с кулак. Невидимая атака прошла сквозь него и устремилась прямо на Ханьли. Ханьли немедленно издал низкий рев, когда темно-зеленый свет внезапно вырвался из его руки, и он встретил надвигающуюся атаку протянутой рукой. Раздался сокрушительный грохот, и перед Ханьли вспыхнул взрыв сильных энергетических колебаний, прежде чем хлынуть во все стороны. В то же время порывы яростного зеленого ветра пронеслись по окрестностям, и брови Баахуа слегка нахмурились, увидев это.
Она использовала 80% своей текущей силы в этой атаке, которая бесконечно приближалась к силе атаки этапа Великого Вознесения, но Хань Ли удалось противостоять ей в лоб, и это стало для нее неожиданностью. В ее глазах Хань Ли действительно обладал некоторыми могущественными сокровищами и способностями. Но он должен был уже исчерпать все эти ресурсы, чтобы противостоять взрыву фальшивой бессмертной марионетки. Поэтому она думала, что ее атака легко сможет убить его. Однако это, естественно, не ограничивало ее способности. Ведь когда-то она была членом круга 3 дьявольских патриархов. Внезапно она перевернула руку, и на ее ладони медленно появился полупрозрачный розовый цветок. Затем она перевела взгляд на Хань Ли и приготовилась бросить ему цветок, но в следующее мгновение она внезапно замерла на месте, когда выражение ее лица резко изменилось. В этот момент порывы яростного зеленого ветра рассеялись, тем самым обнажив Хань Ли с все еще протянутой рукой. Однако в этой вытянутой руке был клинок меча, который беспорядочно расширялся и сжимался.